Чего я жиру бешусь? А вот бешусь, потому что не удовлетворена потребность. Как будто, понимаете, как будто бы слепок твоей реальности. Вот что такое для меня арт-терапия. Всем привет, меня зовут Вика, и сегодня в этом видео я хочу рассказать вам про свой опыт арт-терапии. В терапии я нахожусь уже более 1,5 лет в подходе гештальт. С одним и тем же терапевтом регулярно прихожу на сессии раз в неделю, иногда 2 раза в неделю, онлайн, офлайн. Стараюсь офлайн, потому что мне этот процесс нравится больше, но когда я куда-то уезжаю, как, например, сейчас, я прихожу на сессии онлайн. Сейчас я расскажу вам конкретно про мой опыт индивидуальной работы с терапевтом в подходе арт-терапия, что это, из чего он состоял, какие я для себя взяла моменты. Просто делюсь опытом, а вы смотрите, как вам. Опять же, надо понимать, что это опыт одного человека, это его субъективное мнение, это вот буквально точечка контакта, но кому-то это может быть полезно. Я надеюсь, что так и будет. Мы работали над моим запросом, и в итоге докопали с помощью арт-терапии до очень таких вещей, которые, мне кажется, я бы не скоро увидела с помощью просто терапии, именно гештальт-подхода. Как проходила сама терапия? Я пришла, мы уточнили запрос, сформировали его. Была небольшая медитация, чтобы настроиться, успокоиться, замедлиться, потому что я пришла на каких-то своих эмоциях. Рисовала я на большом таком белом пространстве чистого листа, так скажем, который был размещен на полу. Рисовала сначала мелками, с закрытыми глазами. В дальнейшем я рисовала красками. Но принцип, подход, инструменты именно арта, они могут отличаться, насколько я понимаю, зависит от запроса, от времени, которое вы на эту терапию выделяете, от самого терапевта и так далее и тому подобное, но не суть. Я не гуглила, как там должна проходить арт-терапия, я не спрашивала своего терапевта, я просто доверилась этому процессу, и вот это тот опыт, с которым я сейчас нахожусь, это то, что в процессе рисования с определенной сонастройкой мы зачастую рисуем, это, знаете, это как вот что-то неосознанное достается из твоей головы, и потом уже терапевт ведет тебя, и вы понимаете, о чем этот рисунок для тебя, что ты туда вкладываешь, что тебе здесь нравится, что пугает, какие эмоции вызывает вообще в целом этот арт. Вот. И, наверное, чтобы было более понятно, я расскажу про свой личный опыт, что нарисовала я, какой запрос был и так далее. Изначально мы договаривались о том, что мы поработаем над отпусканием контроля, над расслаблением, и мне не хватало в моей жизни какой-то разрядки, у меня не было слез долгое время, я знаю, что я находилась в тоске определенной, мне хотелось как-то вот, чтобы организм, чтобы мое тело как-то вот успокоилось, разрядилось, может быть, я поплакала бы, но слез не было очень долгий период времени. И я решила попробовать этот инструмент. Через какое-то время, когда я уже пришла на терапию, я поняла, что запрос все-таки другой, потому что именно сейчас, в моменте, я на следующий день планировала увольняться и брать свой sabbatical, и мне нужно было как-то вот с этим, мне надо было переварить это, мне надо было как-то поддержать этот внутренний голос, который, да, был очень сильный, очень громкий, я уже не могла его игнорировать, запихивать куда подальше, но мне все равно хотелось как-то вот с ним повзаимодействовать. Что был по итогу за рисунок? То есть как проходил процесс? Я пришла, сонастроились, небольшая медитация, и затем с закрытыми глазами я рисовала, я могла рисовать в разных позах, вообще это абсолютно никак не регламентировалось. Буквально, там, не знаю, может полчаса, может 40 минут. Сразу мне показалось, что это очень много времени, зачем столько рисовать, но потом я поняла прикол, потому что психика выдает самое такое глубоко запрятанное уже под конец, видимо. Затем мне было предложено использовать гуашь для того, чтобы дорисовать то, что соединит вот эти мои кусочки разные рисунков, и попробовать интерпретировать то, что я вижу. И я поняла, что я давно знала о себе, что я человек, который живет головой в первую очередь. Мы даже с парнем как-то шутили на эту тему. Он говорит, что если бы я говорил о себе, я бы говорил, что вот я — это там мое сердце, моя душа. Ты же говорила бы, что ты — это там твой мозг. То есть я иногда даже зачастую говорила, что не мне не нравится, а моему мозгу это не нравится, или там еще что-то такое. Собственно, на рисунке я то же самое и увидела.
Рисунок представлял из себя еле заметного ангела с крыльями, обводки желтого цвета. У головы было очень много черных мыслей, черных, потому что они тяжелые, они забирают всю силу, всю легкость. Потом была опора небольшая, такой пьедестальчик, как будто бы на который можно опереться. Он тоже был темных цветов, черного цвета, который базировался на основе вот этих мыслей, этих знаний, этого опыта, в том числе опыта и мыслей других людей, которые у меня в голове находятся. Но почему-то я не становилась на этот пьедестал. То есть ангелок этот, он был сзади, причем в руках ангел держал парусник небольшой. Знаете, я вам так скажу, я когда рисовала это с закрытыми глазами мелками, я не планировала такой рисунок. Я просто рисовала что-то хаотично, вот мне хотелось вот так движение сделать, потом вот так, вот так, вот так. Я вот как бы его и рисовала. Вот отличие, да, сначала было что-то телесное движение, а потом осознание, что это. Обычно в моей жизни все происходит наоборот. Я сначала тут живу, осознаю, что мне надо, как мне надо, потом начинаю как-то действовать. Как будто бы вот так, мне так кажется, да. По поводу того, что я увидела на этой картинке дальше, я увидела этот парусник, а как будто бы парусник — это, знаете, как символ надежд, символ моих желаний истинных, какой-то такой вот легкости, свободы, какой-то открытости миру. Подождем немножко, чтобы мужчина сел в свою прекраснейшую машину и укатил в закат. И продолжим. 2 hours later. Значит, продолжим. На этом рисунке также был нарисован изначально глаз. Он был темных цветов, потом растекся, когда я добавила туда гуаши. Мне захотелось перемешать эти цвета, и получился такой грязно-салатовый цвет. Как будто бы это вот было то, что мне хотелось закрасить. Мне хотелось закрасить влияние чужого глаза на свою жизнь, потому что именно от этих глаз чужих я каким-то образом наполняла свою голову вот этими вот мыслями тяжелыми, из них строила себе какую-то опору, на которую я как бы должна была опираться, но я никаким образом на нее в итоге не опиралась, не могла стать. Вот. И когда я увидела эту картину и начала ее интерпретировать, я поняла, о чем это для меня. Про то, что я живу больше мыслями, больше в голове. Для меня важно, самое важное — это вот мой мозг и то, как ему. А все остальное, мое тело в особенности, оно как будто бы даже вот если прищуриться, да, оно даже незаметно было, как будто вот есть мысли, все остальное не важно. И вот оно не то, что на заднем плане, оно вообще как будто бы исчезает. И меня это расстроило, меня это напугало, мне было грустно от этих мыслей. Как происходит терапия, арт-терапия, насколько я поняла изначально, ты рисуешь что-то вот, что выходит из подсознания, потом это интерпретируешь, и если это там тебя пугает, тебе не нравится, ты в полном праве дорисовать или перерисовать эту картину, что-то в нее внести, в эту картину, не заново рисовать картину, а именно в этой картине что-то изменить, добавить, таким образом, чтобы тебе нравилось, чтобы тебе было с этим хорошо, комфортно, спокойно и так далее. По сути, в жизни происходит такой же процесс, когда мы наконец-то видим воочию что-то, что мы там давно игнорировали, или нам казалось, что нет, это не важно, мы видим, что вот, блин, вот ситуация вот так выглядит на самом деле, и мне от нее грустно, например. Я давно не кайфую от своей работы, она мне больше не приносит удовольствия. Все, что она мне приносит, это деньги. Этого недостаточно уже, да. Это сложно принять, это страшно принять, но если перестать бежать от этих мыслей, увидеть, возможно, даже погрустить, испугаться того, что надо что-то менять, надо что-то искать, что это может не получиться с первого раза, а просто вот увидеть это, там есть шанс исправить эту картинку, есть шанс что-то дорисовать, что-то поменять, но если не видеть, игнорировать, то мы не понимаем, что менять. Мы не понимаем, почему нам грустно или плохо. Нам просто грустно или плохо. Мы не копаемся в этом. Отсюда очень много зависимостей. Вот по своей жизни замечаю, да, что когда что-то происходит не так, не то, и я это там, не знаю, засовываю эти мысли свои о том, что, возможно, это вот это не так или вот это не так, да, я это игнорирую, пытаюсь делать вид, что все хорошо, и дальше как бы ехать вот по вот этой вот схеме, которая раньше работала, сейчас не работает, то рано или поздно я просто перестаю понимать, что не так в моей жизни, и начинаю скатываться в поведение, связанное с разными родами зависимости, например, игровая зависимость или никотиновая зависимость. И я понимаю, что мне просто плохо, и я играю бесконечно, или там мне плохо, и я хочу курить. Но я замечаю, что когда начинаю раскапывать вот это вот, а что не так, а почему мне плохо, начинаю видеть эту картину. Да, может, я ее пугаюсь, да, может, мне от нее плохо, грустно, еще что-то, но когда я не бегу от нее,
не игнорирую ее, не игнорирую внутренний голос, который мне говорит, например, моя тревога говорит мне, что, блин, что-то не так, Вика, блин, что-то не так, Вика, обрати внимание, обрати внимание. Вот если не убегать от этого, а быть с этим, быть в этом, разбираться в этом, с этим и принимать на основе этого какие-то решения, которые помогут изменить ситуацию в лучшую сторону, то тогда, когда ты начинаешь уже действовать в этом направлении, и зависимости пропадают. Нет необходимости избегать свою реальность через там сигарету или игру какую-то, потому что реальность уже становится выносимой. Ты можешь в ней находиться, тебе она даже нравится и так далее. И для меня арт-терапия — это про это же, потому что с этим рисунком в дальнейшем я вам покажу рисунок, я, наверное, уже его добавила здесь на видео. Это уже финальный рисунок, который я исправила. Я дорисовала обводку тела этого ангелочка черным цветом. Я нарисовала ему лицо, потому что это не безликий ангел, это ангел, у которого есть глаза, который улыбается, которому кайфово. Я нарисовала там даже волосы, и потом я нарисовала что-то похожее на бабочку, потому что эта девочка ангел, и это важно. И мне захотелось в этот момент, я чувствовала прям прилив сил, когда вот я поняла, что я могу это справить. Я нарисовала очень такое сильные сапоги, что я могу опираться на это все, то, что я могу опираться на все, что есть в моей голове, на все эти знания, навыки, использовать их, на все знания о себе. То, что этот глаз, он меня больше не пугает, он зарисован там, и теперь это то, что даже мне интересно поисследовать, потому что и цвет такой другой, он не черный, а такой более какой-то грязно-салатовый. Я люблю сейчас салатовый цвет. Вот, кстати, про избегание реальности и про убегание от реальности, в том числе через разного рода зависимости, типа там никотиновую или там вот в моем случае игровую еще. У каждого свои. Это может быть даже путешествие, как ни странно, да, или, не знаю, там работа, много работы. Кажется, социально одобряемая такая штука, когда ты много работаешь, много там достижений всяких, но иногда это реально тоже избегание реальности, как, впрочем, и бесконечное самообразование, бесконечная покупка и прохождение разных курсов, разных программ, разных обучений. Это тоже, в принципе, может быть избегание, которое может быть из-за того, что жизнь такая, какая она есть, она вам не нравится, а вы не можете ее выдерживать, и вам надо куда-то во что-то сбежать. Куда вы сбегаете? Почему именно туда? Вот если поисследовать, например, почему именно туда? Чего вам в жизни так вашей реальной не хватает, что вы убегаете вот именно в ту зависимость? Например, я заметила, что до того, как я взяла себе sabbatical, я сбегала в Катан, есть такая игра, я играла в нее онлайн, и я задала себе вопрос, а чего в моей реальной жизни мне так не хватает, что я выбираю сбегать именно в эту игру. Почему я называю сбегать? Потому что рано или поздно ты уже понимаешь, что это не... Ты играешь в эту игру там третьи сутки подряд до 3 ночи, не потому, что игра безумно классная, она так и есть классная, но, наверное, что-то не то. Что-то происходит с тобой внутри, какая-то тревога или что происходит, что тебе там вот лучше гораздо, чем в обычной жизни. Что не можешь остановиться, что тебе обязательно надо вот туда, что ты уже есть не хочешь, спать не хочешь, а вот там быть хочешь. От чего она помогает тебе забыться. Вот. И я поняла, что мне в жизни не хватало, и пока не хватает еще каких-то не то, ну да, ачивок, назовем их так, профдостижений каких-то, именно важных для меня, не важных там, не знаю, для моих коллег, для моей там профдеятельности, для моей карьеры, а именно для меня. Вот что для меня значимо было бы в моей профдеятельности или там в сфере занятости, то, что удовлетворило бы мою вот эту вот потребность незакрытую, что за этим стоит. И я, увидев это, поняла, что, ну, как бы да, пора уже это признать, что мне не в радость, что мне не нравится, что я могу больше, я хочу больше. И пора двигаться. Сколько можно уже себе говорить, что, блин, ну все ж хорошо. Ну чего я не радуюсь? Ну, блин, ну, нормальные условия работы, классная там зарплата, еще что-то. Чего я жиру бешусь? А вот бешусь, потому что не удовлетворена потребность. Видимо, недостаточно мне просто там хороших условий работы и зарплаты нормальной. Видимо, хочу я большего. Ну и значит и могу я больше. Вот есть такая мысль во мне, такое знание, которое меня всегда поддерживает в жизни. Я когда-то давно очень услышала это, о том, что то, что мы хотим, потенциал на это в нас есть. Не может человек хотеть полететь в космос
если в нем нет этого потенциала. Я, например, не хочу заниматься балетом или летать в космос. Мне это вообще не интересно. А кто-то хочет. И в нем есть этот внутренний ресурс на это. Я, например, сейчас, я понимаю, что я хочу, например, снимать YouTube. Вести YouTube-канал, снимать ролики, делиться своими мыслями. И я за сегодня снимаю уже 2-е видео. Я чувствую, что во мне много энергии, что я хочу это снимать, что я хочу это делать. И я это делаю. Если человек хочет что-то, значит, в нем есть этот потенциал. Вопрос всего лишь, откроет он этот потенциал, будет использовать или нет. Я знаю, что у меня есть сейчас вот этот мой период sabbatical, как минимум. Если мне будет хотеться продолжать снимать видео, даже если у меня не будет ни одного подписчика, ни одного комментария, ни одного просмотра, это то, что я хочу сейчас дать себе. Этот опыт. Опыт этой съемки, опыт говорить на камеру, поделиться мыслями. Возможно, я получу гораздо больше, чем я думаю. Не только этот опыт. Возможно, я получу какой-то фидбэк, обратную связь. Возможно, я найду своих людей. Это то, что мне хотелось бы тоже. Но это не то, на что я рассчитываю. Все, что я рассчитываю, это вот кайф от самого процесса и удовольствие от свободы идти за своим внутренним импульсом. Собственно, в профессиональной сфере у меня тоже есть ряд таких моментов, к которым я присматриваюсь, которые я вот нащупываю, которые я хочу в своей жизни получить и идти к ним. Я думаю, что на них у меня, значит, тоже есть, скорее всего, потенциал. Вопрос того, пойду я за ними или нет. И возвращаясь к арт-терапии, с которой мы начали, по сути, арт, рисование, да, это процесс творения чего-то. Но если рассматривать процесс творчества в более широком смысле, как я это сейчас вижу, то творчество, оно повсюду, оно каждый день с нами. Вплоть до того, чем мы наполняем наш день. Это тоже творчество, потому что это акт выбора, акт волеизъявления, когда творец, ты, человек, сам творишь свой день, свою судьбу, с кем встретиться сегодня, с кем не встретиться, кому отказать, кому сказать спасибо, где отстоять свои границы, где проявить злость, где не проявить злость, как проявить злость, снимать видео или не снимать видео на YouTube, пить много воды или не пить. Ну, в общем, вы понимаете, даже вот вплоть до таких моментов это тоже творение, потому что ты творишь свой образ жизни. Ты создаешь свое эмоциональное состояние, там, влияешь на него, по крайней мере, точно, и в твоих силах как-то с ним взаимодействовать и как-то на него влиять. То же самое, когда через рисунок вот этот арт, когда первый я нарисовала бессознательный, потом я его пыталась проанализировать, понять, что это для меня, и я испугалась, расстроилась и так далее. Я не бросила все и не зачеркнула, и не боялась приступить, там, перерисовать его как-то, а я перерисовала его. И вот этот момент, когда в жизни, где может быть ступор, не только в плане избегания реальности, убегания в какие-то зависимости, игнорирования своего внутреннего голоса, да, и вот реальной картины, которая вот на самом деле происходит, например, реальной картины неудовлетворенности работой нынешней, да. Если от этого не бежать, а побыть с этим, да, испугаться, да, расстроиться, еще что-то испытать, разные эмоции, да, и подумать, что с этим можно сделать. И здесь уже второе сопротивление может быть в каком моменте, когда нет, я не буду на это влиять, я не могу на это повлиять. Главное, вот еще бывает такое, что я не могу на это повлиять. Это вот, ну вот в моем городе только такие есть работы, да, это самое лучшее, что есть по зарплате, да, но никто не мешает переехать. Мне кажется, в этом процессе творчества очень много и смелости в том числе, потому что зачастую признать и увидеть что-то, да, сложно, да, больно, но не решит твою проблему, не исправит эту ситуацию, не сделает твою жизнь лучше. Дальнейшие шаги с опорой на реальность того, что вот да, действительно сейчас так, да, вот это поможет. Но принять понять, что надо предпринять, не увидев реальную картину, это сложно, потому что можно жить в своих иллюзиях, фантазиях и не опираться на эту реальность, и в итоге делать много разных действий, но в итоге не почувствовать облегчение, не почувствовать радости, не почувствовать удовольствия. Хотя, казалось, надо идти вот в эту сторону. Поэтому очень важно опираться на себя. Как опираться на себя? Один из способов, кроме там обычной терапии, например, в гештальт-подходе или КПТ, разные есть подходы, прийти в арт-терапию, попробовать что-то такое. Я зачастую устаю со своим терапевтом на обычных сессиях
которые выглядят, там, я прихожу, что-то рассказываю, она мне там возвращает. В гештальте очень часто терапевт обращается к тому, как ты сейчас, а как ты сейчас с этим, вот то, что ты мне рассказываешь, как тебе. И тебе нужно описать свои мысли, эмоции, свое телесное состояние, и вот с этим мы работаем, да. В арт-терапии мне нравится то, что там не надо вот из себя многое доставать. Ты просто что-то делаешь, сам пока не понимаешь, что-то как-то рисуешь, а потом уже ты охреневаешь от того: «Вау, для меня это вот это». Я за то, чтобы пробовать разное. Пробовать это с нужными людьми, проверенными людьми, которым вы доверяете, с которым вы будете это делать в безопасной для вашей психики обстановке, и затем уже понимать, а что для меня работает, что мне нравится больше, что мне нравится меньше. Я, по крайней мере, про себя точно теперь знаю, что я буду иногда чередовать эти подходы, когда я буду уставать бесконечно что-то обсуждать, пытаться понять, почувствовать. Я буду рисовать, а дальше смотреть, а что это, а про что это для меня. Ого, вау! И у меня вот уже второй раз, сталкиваясь с арт-терапией, у меня закрепляется этот навык и это знание о себе, что я могу повлиять. Мне не обязательно для этого стирать все нафиг с этого листа, рвать его и заново рисовать. Я могу здесь, прям вот с этим, тем, что у меня сейчас есть, перерисовать все так, чтобы мне понравилось. И каждый раз для меня это магия, потому что каждый раз, мне кажется, я это не могу исправить. Ну, как бы не то, что мне кажется, что я не могу это исправить, я не знаю, как это исправить. Я реально смотрю на это и думаю, ну как это можно исправить? Только надо заново все стирать или вообще, ну как-то. А потом я беру, делаю раз, делаю что-то два, делаю что-то три, и оно исправляется. Я такая, вау. В общем, как-то так. Рассказала сегодня и про арт-терапию, и про избегание реальности, и впадание в зависимость, и в целом про творчество в широком понимании этого слова. Думаю, это кому-то может быть полезно, поэтому не стесняйтесь оставлять свои комментарии, задавать вопросы, делиться своим опытом, если у кого-то был опыт арт-терапии, просто терапии, в гештальт-подходе, не в гештальт-подходе, каково это, про этот процесс творения, что... Например, для меня в арт-терапии там несколько этапов. Сначала ты достаешь что-то из подсознания, потом ты это анализируешь, пытаешься понять. Я, например, уже дважды я пугалась той картины, которую я видела, той реальности, с которой я... Как будто, понимаете, как будто бы слепок твоей реальности. Вот что такое для меня арт-терапия. Ты что-то рисуешь бессознательно, а потом понимаешь, что, блин, это слепок моей реальности сейчас. И потом ты что-то ее переделываешь сначала на рисунке, да. Но этот опыт для мозга, он как реальный опыт в реальной жизни, он закрепляется, что вот я увидел слепок реальной жизни, который мне не нравится, да, и я на нее повлиял. Я что-то дорисовал, что-то исправил, улучшил, и мне нравится, как теперь это выглядит. Вот. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, давайте строить на этом канале классное, творческое, свободное, глубокое, в то же время легкое комьюнити, поддерживающее, открытое, целеустремленное и в целом жизнелюбивое. Мне очень важен фидбэк, особенно поначалу, когда я просто записываю видео, я знаю, что я буду их публиковать просто в пустоту, потому что первое время никто их не будет видеть, не будет ни просмотров, ни комментариев, ничего. Даже лайков не будет, а для меня это вот самый такой малоучастный процесс, когда человек просто поставил лайк или дизлайк. Вот. И мне рано или поздно я впаду все-таки, мне кажется, в такую точку, как каждый ютубер, когда, блин, я даю много-много-много, а фидбэка еще нет, и будет соблазн уйти, сбежать, остановить. Мне бы очень не хотелось. Мне бы очень не хотелось. И я считаю, что это все-таки обоюдный такой процесс. Хотелось бы найти здесь своих людей и коммуницировать с ними, вести диалог, не только вот монолог. Поэтому я здесь выражаю акт своей смелости, акт заявить о себе, о своих мыслях, творческое что-то, да. И хотелось бы от мира какой-то фидбэк, если честно. Всем хорошего дня или вечера, или ночи, смотря что у вас. Желаю вам провести остаток сегодняшнего дня, ночи, вечера, неважно, так, как вам бы того хотелось, с удовольствием и в приятных мыслях. Поэтому удачи, на связи, пока.